Привет, друзья! Сегодня у нас будет насыщенный влог. Пока я завариваю чай, расскажу. Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую закуску из кабачков. А завтра утром я встану пораньше и испеку 2 пирога. И поедем к моей сестре за город. Мама купила стейки и купаты, и мы поедем к ним на обед и проведем денек все вместе на свежем воздухе. Соберем немного урожая с огорода, а потом поедем купим кое-что из продуктов, и я вам покажу и озвучу цены. Так что присоединяйтесь, проведем эти 2 дня вместе с вами. И заодно покажу вам 3 классных рецепта. И раз уж мы заговорили о рецептах, для тех, кто первый раз заглянул на мой канал и не знает, у меня есть еще и кулинарный канал. Так что заходите в гости, ссылочку найдете в описании канала. А сейчас заваривайте себе чашечку вкусного чая и попьем его вместе с вами. Вода уже закипела, отправляю туда шарик с чаем и готово. И после вкусной чашечки чая я покажу вам, как я готовлю вот такую вкусную и, я бы даже сказала, полезную закуску из кабачков. А вы мне напишите в комментариях, кто из вас еще так не готовил. Ну а сейчас пойдемте готовить вместе. Беру килограмм кабачков и нарезаю кругляшками шириной в 5 мм. И отправляю в салатник. А теперь беру сковороду-гриль и хорошенько ее разогреваю. И запекаю кабачки с 2 сторон. Если у вас нет сковороды-гриль, можно также запечь на обычной сковороде. Запекаю и с другой стороны. Запекли все кабачки, а теперь беру сладкий перец разных цветов. И еще нам понадобится 1 морковь и 1 крупная луковица. Сладкий перец я нарезаю соломкой. Луковицу нарезаю полукольцами. А теперь беру специальную терку и морковь натираю соломкой. Вот из таких ярких ингредиентов будет наша заправка. Теперь в сковороду наливаю немного растительного масла и добавляю туда все овощи. И на медленном огне тушу их до мягкого состояния, время от времени перемешивая. Затем беру 2 зубчика чеснока и добавляю к овощам. Чеснок я нарезаю мелко. Затем присаливаю. Хорошенько перемешиваю и оставляю на медленном огне, пусть тушится. А пока мы нарежем пучок петрушки. Овощи смягчились, можно выключать, готово. А теперь в пиалку добавляю 2 столовые ложки сахара. 1 чайную ложку соли. Добавлю вот такой микс разных перцев, а вы можете взять черный молотый перец. Дальше нам понадобится 3 столовые ложки уксуса и 2 столовые ложки кипяченой охлажденной воды. А теперь возьму 2 зубчика чеснока и пропущу через пресс. Добавлю еще чайную ложечку кориандра и для легкой пикантности добавлю еще красного молотого перца. И хорошенько перемешиваем до растворения соли и сахара. А нарезанную петрушку добавляю к овощам. Вот такая красочная заправка у нас получилась, а теперь заправляем кабачки. Мы будем выкладывать все слоями, и первый слой у нас это кабачки. Вторым слоем выложим овощную смесь.
А теперь поливаем немного заправкой. Снова выкладываем кабачки, овощную смесь и поливаем заправкой. И так все выкладываем до завершения ингредиентов. И теперь я накрою пищевой пленкой и оставлю до завтра. Пусть настоится и хорошенько промаринуется. И вот такая классная закуска из кабачков у нас получилась. Как видите, рецепт совсем простой. И ингредиенты все доступные. И будет нам вкуснейший гарнир к мяску и картошечке. Как раз до завтра хорошо настоится и будет еще вкуснее. И у нас уже утро следующего дня. Как раз такая погода классная, повезло нам. Девчонки, я уже позавтракала, а сейчас будем печь пироги. И сначала испечем вот такой простой и вкусный пирог со сливами. И для этого пирога нам понадобится 2 крупных яйца, 180 грамм сахара, 100 грамм сливочного масла, 200 грамм сметаны, 1 чайная ложка соды и 2 стакана муки. И еще я добавила ванильный сахар. Сначала смешиваю яйца с сахаром и сразу добавляю и ванильный сахар. И хорошенько перемешиваю венчиком. Затем нужно добавить сметану, а я ее заменила на йогурт. Затем добавляю охлажденное растопленное сливочное масло, чайную ложечку соды и снова хорошенько все перемешиваю. И затем муку добавляю постепенно. Затем беру форму для выпекания, смазываю сливочным маслом и присыпаю мукой. Моя форма диаметром 26 сантиметров, но вы можете взять и побольше, просто пирог получится немного ниже. Тесто я уже выложила в форму и хорошенько разровняла. А теперь беру несколько слив и нарезаю на тонкие дольки. Я как-то пекла этот пирог с вишнями в собственном соку, тоже получилось очень вкусно. Так что я думаю, что можно добавлять любые фрукты. Вот такие небольшие дольки я нарезала. И теперь выкладываю по кругу нашего пирога, немного вдавливая в тесто. Вот таким образом. И дальше выкладываю второй круг, и получится красивый узор. Затем украшаю серединку, и наш пирог готов. Для серединки дольки я нарезала еще меньше. И получилась вот такая красота. И сейчас можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю где-то минут 30. Но все зависит от особенностей вашей духовки. Проверяйте на готовность деревянной палочкой. И вот такой красивый домашний пирог со сливами у меня получился. Быстро, вкусно и просто. И потом еще я его присыпала сахарной пудрой. А теперь приготовим вот такой красивый песочный пирог с творожной начинкой, бананами и шоколадными каплями. Обожаю пироги с творожной начинкой. Всем советую его приготовить, это очень вкусно. И для этого пирога нам понадобится 2 яйца, 100 грамм сахара, 80 грамм растительного масла без запаха, пол-пакетика разрыхлителя, это где-то 7-8 грамм, ванильный сахар и 320 грамм муки. И также в емкость разбиваю сначала яйца и смешиваю с сахаром.
Затем добавляю растительное масло и разрыхлитель. И муку добавляю в несколько этапов. В конце тесто замешиваю руками, пока не получится вот такое мягенькое тесто. Форму я уже смазала сливочным маслом и присыпала мукой. А сейчас тесто делю на две части, одну немного побольше и одну немного поменьше. Меньшую часть откладываю в сторону, а остальное распределяю по форме. Эта форма диаметром 30 сантиметров. Может показаться, что теста не хватит, но не переживайте, хватит. Края стараемся сформировать как можно повыше, чтобы поместить всю нашу начинку. Вот таким образом. А теперь приготовим начинку. Берем 500 грамм рикотты. Добавляю 3 столовые ложки сахара и 2 яйца. И хорошенько перемешиваем до однородной массы. И вот такая начинка у нас должна получиться. А теперь половину этой начинки добавляем на пирог. И хорошенько распределяем. А теперь берем шоколадные капли или дробленый шоколад и посыпаем сверху. Можете покрыть прямо слоем шоколадным, тоже будет очень вкусно. Покрыли, а теперь берем банан и нарезаем кругляшками. В итоге мне понадобилось 2 крупных банана. И выкладываем их на пирог один возле другого, и так покрываем весь наш пирог. Вот таким образом. И сверху покрываем оставшейся начинкой. И хорошенько покрываем слой бананов. Хорошенько распределили, а теперь украсим. На пергаментную бумагу насыпаю немного муки и затем раскатываю оставшуюся часть теста. Если нужно, присыпаю мукой. И затем любым ножом для теста вырезаем полосочки. И теперь эти полосочки выкладываем сверху немного крест-накрест по диагонали, формируя красивую решетку. И теперь выкладываем по краю, так получится еще красивее. Вот и готово. Теперь можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю минут 30. Но, как всегда, все зависит от особенностей вашей духовки. И вот такой красивый пирог у нас получился, но сейчас я украшу еще шоколадными каплями. Для украшения я дождалась полного остывания. И вот такой обалденный пирог у нас получился. И не только красивый, но и очень вкусный. Кто любит пироги с творожной начинкой, обязательно попробуйте приготовить. Ну а сейчас возьмем все вкусняшки и поедем за город. И я беру вас с собой. Мы с Вадиком поедем немного пораньше, а Джампьеро подъедет попозже. Вадим уже спустился в гараж за машиной. И сейчас поедем.
Сегодня познакомлю вас с моим сыном. Жалко, что ни муж, ни родные не хотят показываться в кадре. Хоть сына вам покажу сегодня. Обычно я в кадре всегда сама. С тех пор, как Анжелка купила дом за городом, мы намного чаще встречаемся все вместе. Все-таки частный дом – это совсем другое дело. Часто жарим шашлычки, накрываем стол прямо на улице на террасе. Это совсем другая атмосфера. И мама здесь проводит почти целый день. Ей нравится заниматься огородом, развела курочек, нашла себе занятие по душе. Мы уже почти приехали. Обычно, если Пиксель на улице, уже бежит навстречу. И ее нужно посадить в машину. Она такая умная собачка, она как член семьи. Но сегодня, видимо, находилась в доме и не слышала, как мы подъезжаем. Она всегда так рада гостям. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А тут кто у нас так сладко спит? Ари! Ари! Кто тут спит? А? Ари, Ари, девочка. Эту девочку зовут Ариэль. И знаете, куда я сейчас пойду? Пойду поем инжир, он уже спелый. И когда ешь его прямо с дерева, он как будто еще вкуснее. Обожаю этот фрукт. Обожаю все сорта инжира, но этот темный, мне кажется, самый вкусный. Смотрите, какие красавчики. Сейчас поем с удовольствием. Очень вкусно. А посмотрите на эти плоды опунции, сколько их. Но они еще зеленые. Вы не поверите, но на огороде еще клубника есть спелая. Правда, ее не так много, но я немного собрала. Пока мама жарит мяско, я поем еще и клубнику. У нас тут в Италии еще очень тепло. Напишите, вы откуда меня смотрите и у вас какая погода, мне так интересно. И петрушечка еще такая красивая. А пойдемте я вам покажу, какие у них помидоры красивые. Я вообще в восторге. Смотрите, какие красавчики. А если бы вы видели, какие они высокие, эти кусты, я еще таких никогда не видела высоких. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какие высокие. У меня рост 1,65 м, и я не могу дотянуться рукой до самой верхушки. Представляете? Вот, чтобы вам было понятнее, я сейчас иду между кустами помидоров. Представьте себе. А свекла какая крупная, крупнее моей руки. Красивая. Салатик какой красивый. Соберу потом немного урожая домой. Еще сладкий перец есть на кустах. Видите, какой красивый? Баклажаны еще есть. Еще и кабачки мы собираем. Уже их не так много, но все равно есть. Прогулялась, смотрю, что оливок в этом году совсем мало. На некоторых деревьях совсем ничего нет. Жалко, масла в этом году будет мало. На нашем участке Джампьеро сказал, что немного оливок есть. Посмотрим, сколько масла выйдет. И лесных орешков в этом году было немного. Слава богу, хоть что-то собрали. У некоторых вообще ничего не было. А пойдемте я вам покажу Анжелкину яблоню. Посмотрите, сколько их. Да, яблочек в этом году много. Мама сказала, что уже птицы их начали есть. Нужно будет собрать немного. У меня на канале есть классный рецепт яблочного пирога. Я вам ссылочку оставлю в описании. А шалфей, посмотрите, какой у нее красивый. И розмарин. Смотрите, она посадила поочередно розмарин и шалфей, розмарин и шалфей. И гранаты скоро поспеют. Смотрите, сколько я уже урожая себе собрала. Пока я тут собираю урожай, расскажу вам о неприятности, которая случилась несколько дней назад. Ночью зашла лиса в курятник и удушила 6 цыплят. И поранила 2 курочек. Одну курочку схватила в зубы и убегала, а Пиксель погналась за ней, выдернула ее у лисы и принесла назад домой. Представляете, какая умничка, защищала хозяйство. Только у курицы было переломанное крыло, и они ее потом зарезали, а цыплят маме было очень жалко. Мама уже заканчивает жарить стейки. Я думала, мама их будет запекать на гратаре, а она решила их сегодня запечь на электрогриле. Только больше 4 кусочков туда не помещается. Смотрите, как выглядит аппетитно. А тут уже сколько она нажарила. Сейчас наедимся. И еще у нас тут 2 формы картошечки с купатами. Уже все готово, садимся за стол.
Я уже поела и пока завариваю чай, покажу вам немного красоты. Смотрите, у Анжелки тут гибискус расцвел. И Бьянка, как всегда, возле меня, когда я вам цветочки снимаю. И розочки, смотрите, какие красивые. А эти петуньи какого красивого цвета, правда? Прям цвет осени. Мне так нравятся, такие необычные. А эти я не знаю, как называются. Тоже красивые. Посмотрите на эту пчелку, как она усердно работает. Попрошу потом у Анжелки букетик цветов. А посмотрите на этого кота, как он сложил лапки и как сладко спит. Ему, наверное, что-то снится. Так хочу пощекотать ему лапку. Смотрите, какие у него крупные лапки. Это самый крупный котик у Анжелы. Как они любят нежности. Тут еще и Ариэль пришла. Все хотят нежности. Ну иди сюда, я и тебя поглажу. О, как хорошо. И мы уже приехали домой. Покажу вам нашу небольшую закупку. Я оставила чек, и сейчас, кому интересно сравнить, озвучу вам и цены. Хлеб в Италии продают на развес. 520 грамм этого хлеба стоит евро 66. Взяли еще пачечку тостового хлеба, он стоит 1 евро и 19 центов. Сливочное масло 250 грамм стоит 3 евро. 200 грамм паштета стоит 1,5 евро. Вот такой микс овощей для рисового салата 565 грамм стоит 2 евро и 10 центов. Зеленые маслины без косточек 545 грамм стоят евро 89. А черные маслины без косточек, баночка на 125 грамм стоит 1 евро и 9 центов. Взяли 3 баночки тунца по 160 грамм, это самый экономный тунец, стоит 1 евро и 35 центов за баночку. Взяли 4 пачки молока по 1 литру, это молоко средней жирности, по 1 евро. Еще взяли 3 бутылки подсолнечного масла по 1 литру, мне кажется, оно было по скидке, стоило 1 евро и 30 центов. 2 баночки консервированной фасоли по 49 центов. Взяли вот такой гель для душа 750 мл, 1 евро и 30 центов. Еще взяли 2 упаковки моцареллы по 500 грамм. Одна упаковка стоит 3 евро и 50 центов. Упаковка арахиса на 750 грамм стоит 3 евро. А пакетик жареной кукурузы на 250 грамм стоит 1 евро. Еще мне нужны были пергаментные листы, 25 штук, 89 центов. И еще взяла рулончик пищевой пленки 50 метров, 50 метров 1 евро. Немного вкусняшек, вот такие бомбочки 300 грамм стоят 1 евро и 85 центов. Их 8 штук, и они запакованы отдельно. Мои любят их на завтрак есть. Вот такое печенье, 240 грамм стоит 1 евро и 40 центов. Здесь 6 упаковочек по 40 грамм. И упакованы, видите, все отдельно. Взяли пачку вафелек со вкусом лесных орешков. Именно эти я очень люблю, они не очень сладкие. 240 грамм стоят 1 евро и 15 центов. Люблю их поесть с чашечкой кофе. Здесь их 5 штук по 48 грамм. И тоже, видите, упакованы отдельно. Взяли 2 мешочка картофеля по 4 килограмма. Этот картофель стоит по 1 евро за килограмм. И смотрите, девчонки, за все это мы заплатили 51 евро и 76 центов. И было предложение в магазине в этот день, если покупаешь минимум на 35 евро, можно было добавить 1 евро и тебе давали фен для волос. Ну, конечно, мы согласились. И вместе с феном мы заплатили 52 евро и 76 центов, видите? Классное предложение. Где ты купишь фен за 1 евро? Вот такой фен нам дали. Классный фен. Еще и ручка складывается. Удобно будет брать с собой в отпуск. Ну и ладно, девчата, на этом я с вами прощаюсь. А вы пишите, что бы вам хотелось еще видеть в моих видео. Какие аргументы вам нравятся. Ну и не забудьте подписаться. Жду вас в следующих видео. Пока-пока.